Настоящее пекло. Губернатору пришлось забегать, а в Кремле перестали делать вид, что все в порядке. Спасать ситуацию на место отправили человека Путина. Важная победа Трампа. Президент разрушил Старый Союз. Последствия будут глобальными. Почему это невыгодно Москве? Украина повышает ставки и обещает жесткие решения. Конфликт со вчерашним союзником обостряется. Заявление Зеленского. Диктатор прогнулся. Кто заставил пойти старого автократа на уступки? Без объявления войны Москва открыла новый фронт и давит на еще одну страну. Раскол в НАТО получил новое развитие, отмена саммитов и кризис доверия. Что происходит внутри Альянса? Досмотрите. Дело закрыто. Дочери диктатора удалось избежать суда в Европе, но есть нюанс. Искусственный интеллект помогает спасать жизни. Впечатляющая статистика из Центральной Азии. Об этих и других событиях к утру среды 29 апреля. Факты, которые имеют значение. Новости Нехта. Коротко и по делу. Украинские дроны устроили ад в Туапсе. Чтобы справиться с последствиями нового удара, местным властям пришлось увеличить количество сотрудников МЧС втрое. Произошло вскипание и выброс продуктов из резервуара номер 3, в результате чего горючая нефть перекинулась на дорогу, повреждены несколько автомобилей и несколько гаражей. Сейчас контролируем. В этот раз в Кремле не смогли сделать вид, что все идет по плану. Комментировать происходящее пришлось голосу Путина Дмитрию Пескову. Таким образом, киевский режим своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках. Произошло и еще одно редкое событие. Из Москвы на место отправили бывшего охранника Путина, а ныне министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова. Причем Песков проговорился, что и Путин в курсе происходящего. Пожарные пытаются погасить новый пожар, а параллельно продолжается борьба с последствиями предыдущих ударов. В Туапсе и прилегающем Шепсинском сельском округе прекращена подача воды. Причина – выход из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, которая расположена на территории НПЗ. Власти заявили, что отключение временное, но когда подача воды будет восстановлена, пока не сообщили. Сразу после удара началась частичная эвакуация жителей города. Пока переговоры с Ираном зашли в тупик, Трамп одержал важную победу в регионе, которая может иметь серьезные последствия для всего мира. Самый крупный сырьевой картель распался, а о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ заявили Объединенные Арабские Эмираты. По данным Reuters, это серьезный удар по альянсу экспортеров и в первую очередь по Саудовской Аравии, которая фактически держала блок вместе. Решение в ОАЭ приняли без консультаций с другими странами. Министр энергетики страны назвал его политическим и связанным с будущей стратегией добычи. То есть Эмираты больше не хотят играть по общим правилам. Ранее страна раскритиковала другие арабские государства за то, что они не сделали достаточно для защиты ОАЭ от многочисленных иранских атак во время войны. Но выход ОАЭ из ОПЕК является и победой для президента США, пишет Reuters. Ранее Дональд Трамп обвинил картель в обдирании остального мира путем завышения цен на нефть. Логика как раз, наверное, в этом и заключается, чтобы дать сигнал рынку понизить цены. Это скорее может быть некая договоренность с Соединенными Штатами. Трамп, конечно, заботится об американских избирателях, но если цены на нефть пойдут вниз, это хорошо и для других потребителей в других частях мира. Когда Ормузский пролив освободится для судоходства, вот тогда действительно все могут и пересмотреть свои подходы, и соглашение может развалиться. И для России это невыгодно, потому что мы как-то радикально увеличить добычу не можем.
Конфликт между Украиной и Израилем набирает обороты. После обмена любезностями между министрами иностранных дел обеих стран в соцсетях из-за покупки у России ворованного зерна пошли более серьезные действия. В МИД Украины израильскому послу вручили ноту протеста. Но это не все. Владимир Зеленский анонсировал дальнейшие действия. Украина на основе информации от наших разведок готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто непосредственно перевозит это зерно, и тех физических и юридических лиц, кто пытается зарабатывать на такой криминальной схеме. В Израиле продолжают все отрицать. Когда что-то расследуешь, проверяешь факты. Судно еще не вошло в порт и не представило свои документы. Но в дело вмешался и Брюссель. Еврокомиссия обратилась в МИД Израиля с просьбой объяснить ситуацию с разгрузкой в порту Хайфы судна российского теневого флота с похищенным украинским зерном. А местное издание «Хаарец» написало ранее, что в ЕС готовы ввести санкции в отношении причастных юридических и физических лиц. Расхититель сокровищ Крыма не доедет до Украины. Известный российский археолог Александр Бутягин, которого ранее задержали в Варшаве и планировали передать Киеву, был передан Москве. В Варшаве взамен, кроме белорусского политзаключенного Анджея Почобута, передали еще и монаха Гжегожа Гавела, которого чекисты Лукашенко летом обвинили в шпионаже. В свою очередь ФСБ передала польской стороне 2 граждан Молдовы, которых Москва считает кадровыми разведчиками. А вот Молдова через Варшаву передала Минску еще одну важную птицу – бывшего заместителя молдавской разведки Александра Балана, который давно работал на режимы Путина и Лукашенко. Правда, этот шпион и так разболтал все секреты, пока находился под стражей. Это прекрасный день. Это пример идеального польско-американского союза. По совпадению, освобождение очередной партии узников из застенков Лукашенко снова произошло накануне очередного визита в Беларусь спецпосланника Дональда Трампа. Джон Коул, находившийся в Варшаве, прозрачно намекнул на то, что и в этот раз Лукашенко пришлось пойти на освобождение не из доброй воли, а под давлением Вашингтона. Чем ближе выборы в Армении, тем больше претензий у России к качеству продукции из этой страны. На этот раз остановлена продажа минеральной воды Джермук. Пока речь о партии в 338 тысяч бутылок. Их заблокировали до завершения проверки. Продукция исчезла и из магазинов, и из онлайн-продаж. Причиной блокировки стали, цитируем, нарушения обязательных требований. Каких именно, непонятно, но в письме Роспотребнадзора говорится о необходимости, опять цитата, принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан России. 3 недели назад у российских чиновников уже возникли претензии к армянскому коньяку. По совпадению, эта маленькая торговая война начала разгораться сразу после визита Никола Пашиняна в Кремль. Армения демократическая страна. Тогда гость в лицо хозяину заявил, что в Армении есть демократия и свобода в интернете, а также недвусмысленно намекнул, что Россия предала страну в конфликте с Азербайджаном вокруг Карабаха. Дело против родни диктатора закрыто. В Швейцарии прекратили расследование против Гульнары Каримовой. Обвинения были нешуточные в коррупции и отмывании денег. Но производство прекратили не потому, что дочь бывшего президента Узбекистана не виновата. Причина банальнее. Она не может покинуть родину, так как мотает срок там. Некогда влиятельнейшую даму в стране посадили еще в 2014 году. Тогда, когда ее отец Ислам Каримов был жив и твердой рукой правил своей страной. Не выпустил ее и новый президент Мирзиёев. При этом Швейцария передала часть активов Каримовой правительству Узбекистана, а это 131 миллион долларов. Но еще сотни миллионов остаются заблокированными в Европе. Новый тревожный сигнал из главного военного блока Запада. Саммиты лидеров стран НАТО будут проводить реже раза в год. По данным Reuters, внутри Альянса обсуждают вариант, который предусматривает встречи глав государств в 2 раза реже. Причина – Дональд
Трамп. Остальные не сильно горят желанием видеться с ним. Президент США регулярно давит на союзников, требует больше денег на оборону и угрожает выходом страны из альянса. Ситуация обострилась после начала операции против Ирана. Вашингтон партнеров не уведомил, но позже стал требовать поддержки. Те, в свою очередь, проигнорировали просьбы Белого дома, а ряд стран вообще запретил использовать свои базы и даже воздушное пространство американцам для военных действий против Исламской Республики. Фактически речь о кризисе доверия. Отмена саммитов в верхах – это явный признак раскола, но, возможно, не американские лидеры в НАТО просто хотят дождаться смены хозяина в Белом доме. Искусственный интеллект спасает жизни. Смертность от инсульта упала почти вдвое. Об этом заявил министр здравоохранения Казахстана Жаслан Мадиев. В здравоохранении успешным кейсом является Cerebro AI. Это искусственный интеллект для ранней диагностики инсульта. Он позволяет анализировать КТ-снимки в течение 5-10 минут вместо 30. Это значительно ускоряет диагностику инсульта и повышает ее точность. С сентября прошлого года через систему прошли более 7,5 тысяч пациентов с подозрением на инсульт. Результат: смертность снизилась на 40%. Еще один эффект – люди стали получать помощь быстрее. Доля пациентов, которым вовремя начали лечение, выросла на 150%. Правда, лично меня жизнь научила не сильно доверять заявлениям представителей авторитарных режимов. Ждем комментариев от наших зрителей из Казахстана. На самом деле все так хорошо. Очередной бум в России. Жители закупаются этим товаром на год вперед. По данным канала ШОТ и Коммерсанта, весной в России резко вырос спрос на презервативы. Причем покупают оптом. Со складов исчезли импортные пачки даже по 100 штук. Издания объясняют это страхом перед ростом цен. Причины глобальные. Проблемы с логистикой на фоне войны на Ближнем Востоке. Производители прямо говорят, расходы выросли на 25-30%. Но, может, россияне просто не хотят выполнять наказы Путина по повышению рождаемости? Как думаете? Как бунт против Путина вышел на новый уровень и как работает американская блокада иранских портов, где вся страна поднята по тревоге из-за угрозы соседа и где начали судить союзника Кремля. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже вечером.